долго, блин, 5 минут же назад должны были быть. Вы успокойтесь, пристегнитесь. Бля. Вы что делаете? Грязные ручки, блин. А нафига вы вытираете об торпеду-то? Об себя, что ли, мне вытереть? Ну, попросите салфетку, я вам дам салфетку. Зачем-то где у меня салфетка? Ну, явно не там. Давайте. Я не знаю, с какого вы берлоги, с какой вылезли. Один взрослый и один детский. Ну, как бы, здесь так не принято делать. И вообще нигде так не принято. День вообще, блин. Второе собеседование уже, блин, просрал. Чего меня не берут на работу, блин, вообще непонятно. Еще выйдут с своими грязными ручками. Пристегнетесь? Пристегнитесь. Давайте салфетку я уберу. Такая машина так медленно ездите, блин. Это не машина медленно ездит. Это пробки и трафик, к которому я отношения никакого не имею. Именно сегодня, вот, когда у меня собеседование, вообще ни хрена уже работы не найти, уже больше месяца. Уже, блин, фриганить начинаю, блин. В помоек жрать. Вот! Ни хрена, борода! Сколько лет, сколько зим! Какой кошмар. Да. Вы так. Успокойтесь, на самом деле. Ну, я все понимаю, но вот так вот делать больше не надо, потому что... Можете пешком пойти до своих следующих. Что у вас там? Собеседование еще одно? Да. Каждый день на собеседование хожу. Фигня какая-то вообще. Не берут. Что не берут? Блин, вообще непонятно. Не знаю, злой рок, что ли, какой-то. Действительно, видимо, злой рок. Так а вы не пробовали, может быть, как-то найти работу, чтобы не общаться с людьми напрямую? Да, пробовал, все равно что-то, не знаю, задерживаюсь что-то там вообще долго. Неделю работаю, и все, какая-то фигня происходит, опять что-то не нравится кому-то. Так может вам как-то по удаленке все-таки поработать? Удаленка, там же надо изучать что-то, там, программирование, там, всякие языки. Да, всякие языки. Ну, а попроще, может быть, что-нибудь. Да я не просто так, на самом деле. Я же вижу, что, видимо, вам действительно надо. Как зовут-то вас? Александр. Прекрасно, меня Евгений Александр. Не делайте больше вот так, хорошо? Вот так вот с машинами не нужно делать, потому что тачки не дешевые, и ваши, скажем так, эмоции, они не стоят того, чтобы потом отхватить просто за этот перформанс. Понятно. Да? Не будете так больше делать? Тогда я обещаю вам помочь немного. Хотите? Как вы можете помочь? А вы сначала пообещайте так больше не делать. Хорошо, ладно, извините. Нет, вот прям пообещайте. Обещаю. Не больше не вытирать грязные руки о торпеду автомобиля, да? Да. Хорошо. Бетонный джунгли, где царит тень, где нищета и тьма сплелись воедино, где каждый день как будто бы сражение, и жизнь игра, где ставки, жизнь и имя. Гангстеры, дети улиц, без мечты, стволы в руках, как будто бы цветы, законы здесь свои устои. Я на самом деле, у меня тоже есть слабость, я алчный. В хорошем смысле, наверное, этого слова. Я люблю деньги, зарабатывать в том числе. И я работаю не на одной работе, у меня несколько занятостей, и одна из них в такое свободное лежание на диване время — это как раз дистанционка. Слышали что-нибудь про Workl? Про ресурс, про сайт? У них приложение есть Workl. Не слышали? Что это такое? Сейчас покажу вам. Короче, это то прекрасное место, где как раз вам можно, не общаясь напрямую с людьми, заработать денег. Ну, то есть не ходить по собеседованиям, не представлять потом, почему вас не берут. Короче, с ними на самом деле все очень просто. Заработок полностью удаленный. И, ну вот в моем случае, свободное время у вас это может быть любое другое время, и основной работа у меня это, ну, как дополнительный момент. Вот, все очень просто. У них нужно выполнять определенные офферы крупных компаний. Ну, то есть определенные договоренности, да, Тинькофф, Сбер, там, Яндекс, Озон и тому подобное. Все очень просто, специальных каких-то навыков не требуется, и вы с этим вполне справитесь, я вас уверяю. Вот, по
по движениям, да, вот по самой механике, там, сейчас я припаркую здесь и вам покажу. По самой механике все на самом деле тоже очень просто. Сейчас я их найду. Вот. Ищите интересующий вас оффер, переходите на него, например, там карта Газпромбанка. Знаете Газпромбанк? Хорошо. Вот. И, соответственно, когда вы на это переходите, там вам будет объяснено, за что вам будут платить и какие нужно выполнять задачи. Ну, то есть, вот максимально простая история. То есть, хочу вот, там, вот с Тиньковым, с Газпромбанком работать, и, соответственно, вам объясняют, что сделать нужно. Очень все легко и просто. Вы, вот я вас уверяю, справитесь. И чтобы у вас не было больше вот таких вот, не знаю даже, как их назвать, назову своим говноисторией вот с этим. Я сейчас буду еще оттирать эту торпеду, между прочим, а мог бы вас заставить. Но я, спасибо. Да, по вам вижу, что все-таки вам нужна больше помощь, чем что-нибудь еще. Так, смотрите. Вы запомните Workl? Да, запомнил. Повторите. Workl. Молодцы, вот. Пишется вот так по-английски, но можете по-русски просто забить в поисковике Workl. Вот. Очень простая история, которая вот на очень понятном языке написана и очень простая по выполнению. То есть, ну, там не нужно вам каких-то там вложений, суперзнаний, компьютер или телефон только нужен. Есть телефон хотя бы? Есть. Супер, отлично. Уже считайте, что вы заработали. Вот. Здесь все написано, про все описано. И я уже вам принцип работы рассказал. Сложного ничего абсолютно нет. Запомнили? Вот, давайте я запишу. Давайте себе в телефон, да, закидайте. Я вот тоже в свое время был без работы очень долго. А потом, даже когда нашел работу, я все равно не клал никогда яйца в одну корзину. Я всегда старался найти несколько источников дохода на момент, если один из них загнется. И вам советую то же самое. А начните, стартаните пока вот с Workl, окей? Хорошо. Александр, не хулиганьте, ладно? Хорошо, да. Руки вытерли же уже, да? Простите, что я так сделал. Все, да, всего хорошего вам. Спасибо. Да, пока. Я бы дал вам чаевые, но у меня самого... Александр, я вас умоляю. Счастливо. Чаевые он мог бы дать, видимо, частью шкуры того медведя, которого он на себя надел. Только мне что-то кажется, что это, возможно, не медведь, добытый в бою, с топором, как викинги этим промышляли, а, возможно, это оставшаяся подкладка от бабушкиной шубы. Я не знаю, вам со стороны виднее, как это выглядит, но, блин, сейчас вы скажете: Женек, да надо было выкидывать, откидывать, раскидывать, расчленять и все остальное. Нет, друзья мои, я в последнее время все-таки стараюсь не отвечать, скажем так, злом на зло. Почему? Ну, опять же, когда я понимаю, что это все-таки не природное, что ли, зло, да, какое-то вот обстоятельное обстоятельства вынудили и тому подобное. Потому что если видно, есть, что люди говно с самого начала, по ним видно, что они говно. А есть люди, которые просто оказались в каких-то неприятных, в какой-то неприятной ситуации. Он в этой неприятной ситуации, судя по внешнему виду, очень давно. И что он там сказал, как это называется слово, когда в помойках ковыряешься, какое-то неприятное слово сразу было изначально. Да неважно, короче, надо помогать все-таки, мне кажется, если есть возможности. И величие человека определяется, как говорил Мавроди, что оставьте все эту, говорит, прелюдию по поводу там добра, зла и всего остального, что масштаб личности определяется его действиями. К чему я это? Блин, может быть, масштаб моей маленькой личности будет определяться вот этими поступками, и запомнится именно эта положительная струя. Струя? Какая струя? Ладно, вы поняли. Кто еще оказался в такой заднице, в
в шкуре убитого медведя, и кого не берут на работу. Про вот этот ресурс, на самом деле, он классный. Я ни одному человеку посоветовал, в том числе и даже паре своих родственников. Они сидят и имеют свои дивиденды с этого предприятия. Поэтому, друзья мои, кому хочется все-таки не упасть на дно, пока еще ноги держат и руки телефон, я в описании, да, давайте в описании оставлю ссылку на ресурс. Вот, и вы сможете там покопаться, позарабатывать и поулыбаться наконец-таки. В Питере полная жопа. Выпал снег по самые помидоры, полметра, все на летней резине. Я вчера ехал за город, надо было, прям очень надо было. Одни аварии сплошные. И я, наверное, здесь сейчас в ролике вставлю куски, что я успел наснимать. И это я снял буквально пару, потому что, не хотел сам в какую-нибудь аварию попасть. А они там были через каждые просто 10 метров. И пожарные, и скорые, и хрен знает чего, блин. А когда я приехал домой, у меня прямо перед домом Kia седан какой-то обнял столб. Думаю, шикардос. Спасибо, Питер, за отличную погоду. Ждали весну, а дождались не весну. Да. Зима, весна и продолжение зимы в Питере. У нас как? У нас нет межсезонья. У нас холодрыга, минус, потом утром просыпаешься, плюс 30. Все. И поэтому весенние куртки — это что-то про другой регион, но не в нашем районе точно. Поехал работать, друзья мои. Поехал.